Всем привет, друзья! Дима Даниэль, Скалска, Болгария. Сейчас нахожусь в городе Дряново, 8 километров от Скалска, 23 километра от Габрово, 31 километр от Великотырного. Ну, друзья мои, почему я здесь? Воскресенье, выехал, нужно заправить газ, потому что газ кончился, а это ближайшая бензоколонка, друзья. И поэтому приехал сюда. Заодно хочу сделать такой небольшой маленький обзорчик этого городка. Это самый близкий к нам город. От Скалска это 8 километров. Здесь, так как Скалска принадлежит к общине Дряново, здесь мы делаем наши все дела. Здесь мы оплачиваем счета за дом. Здесь мы заказываем контейнер для вывоза мусора. В общем, здесь также находится нотариус, у которого мы заключали сделку, потому что Скалска принадлежит к Дряново, значит и нотариус должен быть Дряново. Не Габрово, а Дряново. Ну, друзья мои, что вам можно сказать по этому городку? Это маленький городок, в котором живет на сегодня, по-моему, где-то 8 тысяч населения. Он, естественно, очень тихий, очень спокойный. Честно сказать, энергетически этот город никак меня не привлекает. Ничего не могу сказать такого очень позитивного про него, кроме того, как сюда мы приезжаем сделать какие-то дела. Что, естественно, что я не могу сказать по поводу Габрова. Габрово — это город, который очень нравится, он дает позитив, заряд энергии. Я не могу сказать это про Дряново. Но, опять же, это лично мое мнение. Что по ценам на недвижимость в этом городе? Вы знаете, они никак не дешевые. Не могу сказать, не дешево. Не намного дешевле, чем в Габрово. Постройки. А постройки разные. Вот сейчас мы приближаемся по булыжной мостовой к такому, так сказать, центру этого городка. Городок Дряново имеет свою очень интересную историю, друзья мои. Здесь недалеко находится Дряновский монастырь, который я очень рекомендую посетить, те, кто приезжает в этот город. В городе Дряново есть исторический музей. Вот он находится от меня справа. А это, вы видите, памятник знаменитому болгарскому строителю мостов. Это Коля Фичу. Может быть, я неправильно ошибаюсь. Этот мостостроитель родился в этом городе и делал совершенно интересные мосты. Здесь в Дряново есть тоже специальный мост в его честь. Туда можно пойти, там можно покататься. Там есть как раз место для деток, которые катаются там на досках. В общем, этот городок имеет свою историческую ценность в Болгарии. И хоть он и маленький, но в нем есть много чего, чего стоит посетить. Так, что еще интересного есть в этом городке? Ну, как я и сказал, это такой центр. Здесь аптека, здесь кафе. Есть здесь супермаркет не сетевой себе. Это не сетевой, ну, сетевой, но маленький. Ну, цены там, да, в принципе, не намного и не дороже. Там нет смысла ехать в Габрово, если можно приехать сюда. Сейчас улицы, естественно, пустые, господа, потому что воскресенье. Все закрыто. Нет, некоторые кафешечки открыты, но в основном все магазины закрыты. И мы едем по брусчатке. Ну, конечно, что еще всегда открыто, это игральные залы и казино. Мини-казино даже в таких городках, они открыты. И еще в Дряново, ребята, в Дряново самая жесткая полиция дорожная, которую я где-то видел в Болгарии. Их здесь много. Они здесь ловят на каждом шагу, поэтому здесь, ребята, в городе мы вообще не едем быстрее, чем 40 километров. Я вообще сейчас двигаюсь 30 километров в час.
Чем мне запомнился еще этот городок? Это тем, что здесь я получил сразу 2 штрафа. Ехал очень медленно, случайно забыл включить свет и ехал без ремня. На что, ну, сразу же приплыли, полиция, спокойно, культурно мне все объяснили, что я не прав, я полностью согласился с тем, что я не прав. Абсолютно культурно, все хорошо. Оформили протокол, подписали. И где-то через 2 месяца мне домой полицейская машина из Дрянова в руки приехала и привезла штраф. Штраф составлял 70 болгарских лев. И если вы платите штраф без задержек, вы получаете еще скидку. В итоге я заплатил 58 болгарских лев штраф. Справа у нас тут идет пешеходная зона, книжарница. Книжарницы очень распространены. Это канцелярские магазины, в котором можно купить все канцелярские товары, сделать копии. Так, что еще в этом городке такого? Рынок, Дряновский рынок, который работает по субботам. В субботу, вот там, где мы едем, вот сейчас, где мы едем, здесь, ребята, вообще машину не поставить, потому что все ставят, все идут на рынок. Рынок интересный, хороший, я как-то делал видео, отлично. Да, что у нас здесь еще есть такого интересного? Есть стадион, на котором играет команда Дрянова. По-моему, это 2-я или 3-я лига, я не знаю. Вот этот стадион и вот этот парк. Вот цены на топливо на сегодня, на 11 июня 23 год. Газ подешевел, 88 статинок. Дизель. У нас дизель 2,78. Это евро 35 и 95. И здесь 2,54 лева. Умножаем на 2, получаем цену в шекелях. Делим на 2, получаем цену в евро. Это Лукойл, друзья. И здесь на Лукойле сейчас есть такая ситуация, что израильские карты на Лукойле не принимают. Поэтому имейте в виду, что на Лукойле израильскую карточку не принимают. Скорее всего, это санкционная ситуация. Поэтому здесь либо наличка, либо болгарские карточки, либо карточки европейских стран. Хотя не знаю, проверяйте. Болгарскую карточку принимают. Наличку, естественно, принимают. На газ на Лукойле сегодня самые дешевые цены практически в Болгарии. И это единственная бензоколонка в городе Дряново, где есть газ. Поэтому пришлось заправиться здесь. Да, друзья мои, чем еще отличается этот городок, что в таком маленьком городке есть аж 3 магазина охоты и рыбалки. 3 магазина на этот городок. Здесь можно купить все для рыбалок, любые снасти, удочки, ботинки, оружие, винтовку, пистолет и автомат, патроны, все, что хотите. Естественно, с соответствующим разрешением здесь все это можно купить. Так, гостиница, парк, отель Дряново. Ну, друзья мои, что я могу сказать по этому отелю? Стоимость комнаты здесь 90 лев на двоих. Недешево. Уровень, ну, до 3 звезд не дотягивают. Я был в комнатах. Никак не дотягивают до 3 звезд. Поэтому останавливаться здесь, ну, я не знаю, если вообще безвыходная ситуация. Есть кафе, 2,5 звезды. Это отель Дряново. Здесь есть пиццерия, здесь есть какой-то ресторан, но здесь мы никогда не были. И вот, как я и сказал, господа, вот туда дальше, это здесь проводится рынок по субботам. Улица там перекрывается, и можете парковаться и ехать туда. Вот смотрите, парк. Около стадиона есть вот такой парк. Очень красивый, с цветочками, пострижен.
красиво. Красиво пострижено, аккуратненько. Стадион «Локомотив». Это стадион города Дряново. Это направление туристических маршрутов, куда можно поехать, если вы заезжаете сюда. Друзья, интересно, если уже заехали, стоит, конечно же, посетить. Есть что посмотреть. Это, конечно, не что-то такое серьезное, но любителям Болгарии есть что посмотреть. Где-то 3 параллельных улицы по всему городу. Есть гостевые дома, есть пиццерия, есть ресторанчик. Вот мы едем по одной из улочек. Вот, конечно, за гости. Сколько стоит, не знаю, честно говоря. Как я и говорю, господа, этот городок, он спокойный, тихий и, в общем-то, так абсолютно серьезный ни о чем. Но так как мы живем здесь, сюда мы приезжаем, здесь мы покупаем корм для наших домашних животных, здесь мы покупаем корм для курочек, собак, кошки. Так, тут что-то строится около общины. Вот, с левой стороны сейчас, с правой стороны у нас пешеходная зона, парковка, там полиция, там ГАИ, там еще что-то, а слева у нас община, Дряновская община. Очень приятные люди работают в этой общине, никогда нет вообще народа, абсолютно тихо, спокойно, никаких очередей, все решается за 1 минуту, потому что здесь люди рады, когда к ним кто-то приезжает. Все доброжелательные, даже говорят по-русски, поэтому никаких проблем нет. Итак, вот это супермаркет CBA. Я зайду сюда купить водички. Он открыт, слава богу, в воскресенье. Припаркуемся. Дряново расширяют. Дряново расширяют, а я вам сейчас, друзья, хочу показать еще достаточно интересную гостиницу. Здесь есть такой отель, очень интересный и достаточно хороший. Он, конечно, намного лучше, чем парк-отель Дряново, даже без сомнений. Мы здесь не жили, мы были здесь в ресторане, ресторан не дешевый, народу очень мало. Это отель Кентавр, отель-бутик. Вот так он выглядит. Комната здесь, по-моему, я точно не могу вам сказать, но где-то в районе 120-130 болгарских лев за ночь. Опять же, не был, не могу сказать, что здесь есть. Здесь селились наши друзья, им понравилось. И по оценкам это 4 звезды, ну, соответственно, он и дороже. Внутри лобби были хорошо. Кому по бюджету подходит, селитесь в этом отеле, рекомендую. Он дороже, чем другие. Ну, поехали дальше. Что тут, в принципе, показывать еще, я не знаю. Вот такие строения. Булыжная мостовая сменяется обычной мостовой. Друзья, во времена социалистической Болгарии город Дряново был намного больше и интересней. Здесь были училища. В общем-то, по разговорам с некоторыми болгарами, конечно, они вспоминают те времена, что было намного больше людей, было намного больше работы и было, конечно, живее. Сейчас, ну, что говорить, времена меняются, Евросоюз рулит, и поэтому народу становится меньше. Молодежь есть, но она медленно и верно уезжает отсюда. Городок немножко цыганский, но это не говорит о том, что здесь плохо, потому что, вы знаете, в Дряново очень много цыганских семей, где мужья работают за границей, привозят хорошие деньги,
строят дома, покупают квартиры, и, в общем-то, все правильно. Как я и отметил, этот городок славится своей жесткой полицией. Он славится Дряновским монастырем, который рядом, а вот туда дальше, друзья, это мост на Коллеофичето. Как я и говорил, Коллеофичето, почитайте в Википедии, это один из самых известных болгарских мастеров по постройке мостов. Это уникальный, в общем-то, человек, его история достаточно уникальна, и стоит пойти и почитать, и посмотреть на эти мосты. В Болгарии есть много мостов, которые он построил. И здесь он родился. Этот замечательный человек, замечательный мастер. Вот, едем по маленьким улицам, воскресенье, никого нет. Вы знаете, по мне лично, друзья мои, вот такое спокойствие и такая тишина, она намного более привлекательна, чем шум больших городов. Мне нравится. Как вам? А я не знаю. Вы для себя решайте. Здесь сугубо соблюдаются правила дорожного движения. Здесь обязательны поворотники. Встаем на знак «Стоп» и не нарушаем никакие правила. Медленно и верно мы выезжаем по параллельной улице в сторону Скалска. Дела я сделал, а какие, ребята, у нас могут быть дела в воскресенье? Поехать заправить газ, добавить бензин и купить в магазине пиццу. Потому что я один сейчас. И прикупил пиццу, попробую, что за пицца вообще. Ребят, первый раз я купил замороженную пиццу, отвечаю вам, первый раз. Ой, Светочка услышит, она будет ругаться на меня. Но, хочу попробовать, что это вообще. Готовить сегодня мне лень. Вот. Выезжаем с городка. Магазин хозтоваров здесь есть. Естественно, да в принципе фураж, да в принципе все магазины в этом городе есть. И открытый супермаркет открыт в воскресенье, что очень удобно, потому что в Скалском, в нашем селе, магазины в воскресенье закрыты. Минка закрыта. Ну, конечно же, ей надо отдыхать. Господи, боже мой. Вот что там сидеть? Так, пропускаем машины. Что-то сегодня движение такое активное. Когда я вижу в городе Дряново рядом 3 машины, то это активное движение. На выезд. Сейчас строится... Начался проект постройки, друзья, дороги от Дрянова до Севлиева через наше Скалско. Поэтому дорога будет лучше, я надеюсь. Весь вопрос, друзья, в какие сроки они все это сделают. Так, пропускаем. Так, пропускаем этих. Ох, вереница аж машин. Ничего себе. Ага, поворотник есть. Отлично. Все. И отсюда, смотрите, отсюда есть прямая дорога на Габрово. Если мы поедем прямо, мы будем проезжать Дряновский монастырь, который, опять же, очень рекомендую всем посетить. Это прекрасное историческое место. И отсюда дорога на Габрово, она достаточно красивая и интересна, но я поворачиваю на Скалско, на маленькую дорожку. Еду 40 км в час, хоть и воскресенье, потому что чекисты могут стоять везде. Зачем? Зачем нарушать правила? Не нарушаем правила, не платим штрафы. Все просто. Кстати, вы знаете, имейте в виду, что многие бензоколонки, где пониженная цена на топливо, принимают только кэш, наличные. Ну, за счет этого, наверное, они и дают такую меньше цену на топливо. Так, направо. Gesche View, это комплекс, про который я рассказывал. Я обязательно сделаю видео, обязательно. Это будет отдельное видео про Gesche View. Это будет очень и очень интересно. А пока что
экскурсия по Дряново закончилась. Хубав ден. Шелихам йом наим, говорим шели. Улыбка, позитив и хорошее настроение. Чао-чао.